Непонятно, что. Привет. Commander, thank you for allowing me the use of your ship, and for going along with this plan. Garrett said he had to attend to the Normandy's weapon systems. Something about calibrations. Sounds like Garrus. I'm sorry to say the Asari counselor won't be joining us. She thinks there's too much bad blood with the Krogan. She may be right, but there'll be a lot more blood. Real blood, if we don't try. When you put it that way. The sooner we have this summit, the sooner we'll know. Is there something else I can help you with? Так у них интересно вообще ноги сделаны. То есть такое ощущение, как будто они на цыпочках стоят. На цирлах. Они вообще интересные очень. I understand this is a difficult time for you, Primarch, but Earth can't survive without reinforcements. Can I still count on your help? If the Krogan help us on Palaven, then I give you my word. Ну, вообще, по сути, они интересно чувствуют вот эти вот, которые... Что это? Не дреды, не щупальца, а что это такое у них там на голове? Ну, и вообще это в теории перья. И я, наверное, сейчас сразу немножко ремарку вставлю. Я хочу извиниться, что, если кто-то будет смотреть в этот момент, что я жру каждый раз. Я уже второй, наверное, или третий ролик я жру. Просто прихожу после работы, сажусь, наливаю чайку, беру вкусняшку и сижу, хаваю. Хочется что-то откомментировать, и получается, я с набитым ртом что-то пизжу, сижу. Молчать не хочется. Я сижу, жру, как мразь последняя. Я извиняюсь. Вот. Просто это... Вот, и еще... Да, говори. А еще то, что вот у них на костюмах постоянно вот этот вот корп. Это часть скафандра у них или у них на самом деле там корп? Это определенно анатомическая особенность. То, что они наверняка буквы ИЗЮ как-то идут. Потому что у каждого стабильно. Либо там какой-то очень важный элемент. А может быть туда складывается их этот шлем? Он так трынь. Куда? За спиной так трынь из-за спины. Хрень. Нет, абсолютно не так. Они же даже в этом, не знаю, в официальных одеяниях, вот он, кстати, сейчас не в военной одежде по виду-то, а скорее, в чем-то в выходном парадном. Что, думаешь, у него шлем там, что ли? Специальный шлем для выхода? Нет, это, скорее всего, анатомическая особенность именно. Я говорю, либо они что-то прячут, какое-то жизнеобеспечение или, может быть, какие-то дополнительные моменты, либо, что проще всего, это реально просто строение скелета их. Такая фигня. How is it being the Primarch? Not what I imagined. The battle of all time is happening on Palaven, and I'm light years away, reading casualty reports in the millions. If I'm going to die, I want to be with my men, so there's no doubt we fought to the last soul. I understand. Leaving Earth to save it. It's one of the hardest things I've ever done. I'm not surprised. Garrus speaks highly of you. You never asked to be a leader, yet your people will die if you refuse. We find ourselves in similar circumstances. Let's hope the spirits grant us the strength to see it through. И вот, кстати, тоже про расцветку вот задавалась вопросом, когда видела Азарии, вот у них тоже, видишь, вот эти вот полоски как будто это нарисованы у них, то ли это боевой раскрас какой-то, то ли они с этим рождаются, тоже интересно. Нарисованные полоски? Ну, на лице, видишь, светлые вот эти вот белые полосы у него, или что это, или морды это. Я тебя понял, это больше похоже на краску все-таки. То есть она достаточно фигурная, чтобы быть естественной. Либо это стилистика, либо все-таки это какой-то предмет для украшения. Стилистика в смысле от разработчиков. The casualty reports are staggering. The Reapers are using our own tactics against us. Destroy the enemy with overwhelming force. I've seen the same on Earth. The strategist in me admires their brutality. The
Turian in me knows I'm watching the destruction of 15,000 years of civilization. My civilization. Блин, а может это военный окрас? Может быть это обозначение, кстати, статуса определенного. Ну, Гаруса же, по-моему, такого нету. Надо глянуть, что-то не помню. Надо будет присмотреться. Ну, периодически встречаюсь с разукрашенными лицами, что Азари, что вот этих. Возможно, это какая-то статусность. Возможно, это что-то еще. Надо... Так, я пошел гуглить, короче, продолжай. Thank you, Primarch. My thoughts are with Palaven. And mine with Earth. Ну, чё ты там застряла? Потому что жирная. Смешно. Edie just went offline. Нет. What do you mean, offline? I don't know, she's not responding and I can't access the AI core diagnostics. You better get down to deck 3. Ёлки-палки. Иди. Сюзи. Comm systems are going haywire. Whatever's happening is centered on deck 3. See if you can get to Edie. I'll check the AI core. А согласовать вообще данное мероприятие никто не собирался, да? Ну, Да. Ладно, иди вперед потом. Шуршал. Надо будет это порезать. стоят. Тогда варить дверь. Automated systems have the fires Сверлить contained. It дверь. should be safe to enter. We'll follow your lead. Joker, what's that sound? Fire extinguisher, Ah, Commander. туши Could be меня. an electrical fire or something. I'm going in. Давай с подката. Нормально. Edie, talk to me. Is there a particular topic you wish to discuss, Shepard? Edie, Yes. you're in Dr. Eva's body. Not all of me, but I have control of it. It was not a seamless transition. Однако. A transition? You blacked out on us for a while there. Correct. When we brought this unit on board, I began a background process to search for its information on the Prothean device. This eventually triggered a trap. A backup power source and CPU activated, and the unit attempted physical confrontation. Fortunately, I was able to gain root access and repurpose it as I saw fit. During this process, it struggled. Thus the fire. Синпень. Взяла, залезла и в башку. Ну как? Сама по себе такая самостоятельная Сюзи вообще. Не, ну, как бы это сверхкомпьютер, обучающийся сверхкомпьютер. Захотела, залезла. Edie, you need to alert us about incidents like this. You shouldn't have done this alone. Bringing the crew up to speed would have been counterproductive. All attempts to help would have been limited by reaction time. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. You mean you could come with us? Correct. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. Before we do that, I need you to guarantee this mech doesn't have any more surprises in it. Run whatever tests you can, then we can talk about using it in combat situations. One moment. I am running trials. Complete. I can send you a full report if you wish. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure the crew that all is normal. Just
Don't be surprised if the crew's a little wary of your new body. It was shooting at them a little while ago. An excellent point. I will take it to the bridge. Joker will also want to see it. On that we can agree. Ой. Такая, быстрее бы показаться Джокеру, блядь. Ты просто очень редко заходишь в кабину к ним, они же периодически пререкались, там что-то между собой терки какие-то. Она же слева Так от него. я же... Не, только начала, я же зашла туда, мы с Джокером поговорили, и все, там дальше побочка была, и вот, миссия. Не, во второй, по-моему, части это все было. То есть они частенько там раз или два побывало, и все. И все как бы закончилось движениями с такими. Two of our dreadnoughts have been lost in a matter of hours. I know, Primarch. I'm seeing the same numbers myself. They don't look good. We have to turn this around, and fast. Well, you can trust Shepard, sir. If anybody вот can он. get the Krogan to cooperate, it's her. She's an old friend of Erdnot Rex. Let's just hope friendship still counts for something in this war. I'm sure it will, sir. Как некультурно Garrus. подслушивать. Didn't waste any time getting to work, I see. After what I've been through lately, calibrating a giant gun is a vacation. Gives me something to focus on. We're gonna need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need giant guns. And lots of them. Sovereign didn't go down without a fight. I doubt 1,000 more of his friends will be any different. Still not convinced I should have left Palaven behind. There was a boy back on Earth. Couldn't have been more than 6 or 7. I watched him die as the Normandy escaped the attack. Somehow I'm still alive. And he's not. Being right about the Reapers has never felt much like a victory, has it? We both knew this fight would be tough. Damned if the Reapers haven't delivered. At least my government listened to me. Or pretended to. They finally gave me a task force as a token to shut me up. So, you're their expert advisor now? Just followed your example, Shepard. Yell loud enough and someone will eventually come over to see what all the fuss is about. Not that they'll actually do anything about it. Until hell shows up at their door. Then they put you in charge. Not like the old days, is it? Rogue Spectre and C-Sec agents running and gunning outside the lines, making it up as we went along. We're actually respectable now. Yeah. I have a feeling that respect comes with a lot of sleepless nights. I can't even count how many lives are depending on us, Garrus. Well, when things are looking grim, and I'm pretty sure they will, just remember, a certain Turian friend of yours isn't sleeping any better, and he'd be more than happy to meet you at the bar and drink you under the table. Something else you want to talk about? Что-то же турианцы другое что-то пьют, потому что в первой, по-моему, части барта, когда Шепард зашла в ночной клуб, бармен дал ей, сказал, что типа это не пей, иначе там что-то внутренности разъест или что-то такое. Да, что-то было, что там было опасно, какая-то зеленая жижа, что ли. Можно пить только им, типа. You mentioned you still had family on Palaven. My father is there. Sister, too. How long's it been since you heard from them? Long enough to be worried. Ладно. I'm sure they're okay. That's the thing about getting old, Shepard. The platitudes get just as old. Pretty soon, blind hope is all we'll have left. And I hate being blind. Ай, какой ты яркий. Ты просто завидуешь. I know you don't have any illusions about what we're up against, Garrus. How do you rate our chances? I know it looks bad now, but I think we can win this, Shepard. For the first time since we met, we're not alone in the fight. It's something I learned long ago in C-Sec. An imminent and painful death has a way of motivating people. Instead of questioning your every word, whole civilizations are going to be begging you to save them. Кстати, вот, сейчас посмотрела у Гаруса синяя полоска на носу, и по лицу еще полосы идут. Короче, 3 типа отличают. То есть тут даже целое наблюдение есть. То есть есть южане, есть северяне, есть
средний тип. То есть Сарен, например, к южанам относился, у него другое строение черепа было. Вот, да, этот средний тип обычный, это самое многочисленное, то есть вот к которым относится Гарус, относится примарх Палавина, как там правильно? Палавин, ну. Так, северный отличается крепким телосложением, коротким гребнем, как у мужчин, так и у женщин. Но одну такую мы, скорее всего, встретим, да? С коротким. Ну, с коротким гребнем единственное, есть DLC, это уже ни для кого, наверное, не спойлер, для Mass Effect 3, где встречается непосредственно девушка турианцев. Первая, наверное, за всю трилогию. Да, и единственная. Ну да. А, по-моему, больше вообще барышень нету. Первая и единственная, окей. After what's happened to Palaven, you still believe that? I didn't say there wouldn't be casualties. It's something Turians are taught from birth. If just one survivor is left standing at the end of a war, then the fight was worth it. But humans want to save everyone. In this war, that's not going to happen. I know you don't have any illusions about what we're up against, Garrus. How do you rate our chances? I know it looks bad now, but I think we can win this, Shepard. For the first time since we met, we're not alone in the fight. It's something I learned long ago in CSEC. An imminent and painful death has a way of motivating people. Instead of questioning your every word, whole civilizations are going to be begging you to save them. So what's this Reaper task force you've been running? After what happened to you out there in Batarian space, I knew time was running out. For all of us. The Citadel Council was a dead end, so I did something I never thought I'd do. I went to my father. He used to work for CSEC, didn't he? I seem to remember that the two of you didn't see eye to eye. To put it mildly. But he still had heavy pull in the Turian government. The Primarch, well, the old one, was a friend of his. So I went to my father and laid out everything we knew about the Reapers, from Saren all the way to the Collector base. I'm not sure even I'd believe it. I had to admit that parts of it sounded crazy, meeting Vigil, talking to Sovereign on Vermeer. But my father just listened. It's what he did in his days at CSEC, putting together all the pieces. If the connections were there, he wouldn't deny them, and he saw what we always knew. The Reapers were coming. I'm glad someone finally agreed. He did more than agree. He took it to the Primarch. I like his style. Except the Primarch wasn't as convinced. My father kept pushing and finally got him to commit some token resources. And if you call them a task force, it sounds like you did something about it. What'd you do with him? As much as I could get away with. And a little more. We hardened our lines of communications, expanded emergency stockpiles across the colonies, improved our early warning detection protocols. You think it helped? I'd like to think it bought our fleet some extra time. We'll know when this war is over. So you can vouch for this new Primarch? Well, even if I couldn't, you go to war with the army you have. Will he live up to his word? I've never known Victus to lie. Play fast and loose with strategy, maybe, but betray an ally. Not his style. Then if he did try, well, we'll just find another Primarch. I noticed generals saluting you, Garrus. How far down the line of secession are you these days? Let's not go there. Primarch Vicarian, honored war hero. Somebody's gonna have to rebuild Palaven when this is over. Yeah, somebody who knows how to hold a hammer. That's all for now, Garrus. It's damn good to have you back. Wouldn't miss this fight for anything. Now, I'm sure somebody screwed up something down here. I want to get the old girl back in fighting shape. Да, настоящий кореш. Просто топовый. Я почитал совсем немножко, потому что я то от диалога туда к
турианцам. Пока что ничего про горб, но я еще поищу. Худощавые птицеобразные гуманоиды ростом в среднем около 180 сантиметров. Их тело покрыто костяной броней, пропитанной солями металлов. Она защищает организм от излучения на их родной планете Паловин, самой близкой к Солнцу в системе. Так, вот момент еще. Турианцы — это декстроаминовая форма жизни, и употребление пищи, вполне пригодной для людей или азари, для них может обернуться сильной аллергической реакцией. Главный белок в крови у турианцев не гемоглобин, а гемоцианин на основе меди, поэтому кровь у них синяя. Вот такие дела, прикинь. Офигеть, как они все продумали-то, ё-моё. Да, ну, как бы, не то, что прям все, но просто продумано. Так, бонусное умение. Многое нужно поискать еще, прежде чем найдешь ответ какой-то. Ну, а так, конечно, интересно, когда столько мелочей. Прям подзалипнуть бронебойной наша тема, по-моему. Чего ты? Я читаю? Ну, что-то задумал. Да. Was that Edie who just walked by? Yes, it was. Joker is going to have a field day with this. You're positive you don't want to come over and talk? No, the gun battery is nice and quiet. If I throw down some rugs, it'll get downright cozy. Garrus? I'll be fine, Leora. Just gathering some thoughts. All right. Блин, Лиару как-то обычно не выкупаешь настроение, а здесь даже слышишь, что она сопереживает, но при этом я слышу холод ее, ну такое, знаешь, смирение холодное, что она через себя перешагивает, не докапываясь, то, что ей нужно делать дальше вот эти вещи, на ней такая ответственность, она же такая девочка была, да, вообще, вела ее дорога приключений, какая-то самопознание и т.д. и т.п., а тут пипец, вот она. Ну ладно, мне надо дальше делать. Такая, как это, блин, она напоминает санитарку во время войны. Короче, вот так вот, наверное, сказать. Ну, ее как это очень подкосила смерть Шепарда, из-за чего она там во все это начала вляпываться и серым посредником, в конце концов, и вот такая ответственность на нее рухнула. И это считается сколько? Буквально за год ее вот так вот из ребенка. Повзрослела резко, ну. Лицевая бомба какая-то. Something on your mind? Just old memories. I spent a few weeks on Palavin's South Peaks when I was very, very young. A Turian there teased me a little, saying that the mountains went on forever. I remember believing him. When I looked up at Palavin from its moon, I saw those same mountains burning. It's good to see you. Блин, я только на 24-й минуте заметил, что у меня колонки работали. Greetings, Commander. Блин, походу все в микрофон залетело. Качество, профессионализм — наши враги. Ура! Так, тут же, по-моему, никого нет. Пока еще. И такие ребята из соседней каюты, ну блин. Вечно сидят, общаются. Так, журналистка. Не туда. Синпа, не туда. В самую правую сторону. В самую правую сторону. I have to ask, do all war reporters look so, feminine? I mean, you're made up so well.
We actually have a research department for that. They focus test looks, voice, manner. Apparently, girly is good. Sorry, pay more attention. Solarians relate to high-pitched voices. And Turians? Turians are nuts. A civilization of war nerds. Loyal viewers, but they write the creepiest fan mail. Турианцы, шоколадка. Whose mech was that? She has got some curves. Да, все понятно. Пошла я к изюминке данного вечера. Прям тебя манят. Commander, are you alright? It was fairly intense up here. I can only imagine what it was like down on that moon. I thought you'd be more concerned about Edie. Edie is a huge asset to this team. If she'd told me about her plan to obtain a body, I'd have volunteered to help. I did not wish to force a conflict of interest between our friendship and your duty. I'd have preferred a conflict of interest to a hard restart of half our systems. But thanks, regardless. While you're here, though, I found something while scanning Alliance channels. Grissom Academy is requesting help. The Reaper invasion front will hit them soon. I thought the war would close most schools. Grissom Academy is more specialized than a normal school. It's home to some of the smartest students humanity has to offer. Their Ascension project helps gifted young biotics. If it had been open 20 years ago, I bet you'd have been there. Yes, I sent a young man named David Archer there. I'm just surprised they're still open. Some of their work has Alliance support. That might be why they stayed. What can we do? A Turian evac transport responded to their distress call, so normally I'd say we don't need to do anything. But something sounded off in the Turian signal. I had Edie perform an analysis. It's fake. Edie thinks it's Cerberus. She said the fake Turian signal was similar to the one that lured you to a collector ship? Long story. In any event, whoever faked the signal wants us to think Grissom Academy's being evacuated. But I believe they're still in danger. Put it on the map. Adding it now, Commander. Все чекнем, все проверим. Тут любопытный факт про Азари. Не то, что даже про Азари, скорее ответвление от информации. Блин, ну ладно, читай. Давай, говори. Ну тут нормально так. В общем, разговор шел про Азари, что у Азари один пол, с человеческой точки зрения женский. Не могут они зачать от представителей любой расы, любого пола. Рождается при этом всегда Азари. Это становится возможным, так как в процессе зачатия они извлекают генетическую информацию из тела партнера и используют ее как карту для мутации собственного ДНК. Получается набор хромосом, который унаследует родившаяся в результате дочь в кавычках. Все. Да, получается, да, набор хромосом, короче. Вот. Сам процесс происходит за счет контактов с нервной системой избранника или избранницы через электромагнитные импульсы, проводимые кожей. Половые акты с другими видами действительно имели место и на Земле. Вот здесь вот любопытное ответвление. Не так давно были получены доказательства того, что в нашем геноме содержатся гены неандертальцев, что свидетельствует об их скрещивании с Homo sapiens. Ну, то есть, понимаешь, да, что еще не были разные ответвления, что были более недоразвитые расы и были уже более развитые. Вот, и они скрещивались. То есть был момент такой, да. А вот однополым видом далеко не всегда приходится... Короче, не всегда не проходят эволюционную проверку временем. Неизбежно возникает проблема вынашивания потомства. Особь, которая отвечает за этот процесс, вынуждена тратить на него много ресурсов, а делать этого не хочется. По той же причине очень мало, например, видов с истинным гермафродитизмом. Ну, знаешь, что такое, да? То, что обоеполый. И постоянно возникает конфликт из-за того, кто типа будет исполнять роль мужчины. И сейчас, подожди, самая, короче, фишечка. Существует даже явление пенис-фэнсинг, как фехтование на пенисах.
у плоских червей, когда каждый из них пытается откусить детородный орган другого. Какая хуйня. Пихтование на пенисах. Я до этого момента дочитал, у меня как выпало нахрен. Думаю, не буду ржать, это микрофон включил. Все, прошу прощения, просто фехтование на пенисах нужно было подвести к этому. Вот. Я просто пошел по расам читать что из особенностей, пока идет вся эта диалоговая кутерьма. Потому что у меня половина диалогов скрыта, и я буду смотреть на записи уже, что они говорили. А у Кроганов угол обзора 240 градусов. Прикинь, почти полный обзор. Почти сова. Почти, но видишь, они как бы чисто глазами видят. Сова-то поворачивает голову, а у этих просто хлебальник такой, что у них слева глаз, справа глаз. Ну, Ария, как всегда. Ариатилок. Шепард, у меня к тебе предложение, ты не хочешь его пускать? Институт в ночном клубе чистилища, не оставляй мне слишком долго ждать. Я даже не сразу вспомнил, кто такая Ария, а потом как вспомнил. Местная бандоска. Искусственно-тактической разведки. Хотя кое-кого остается сомнения касательно ваших прошлых дел с Цербером, многие из нас в Спектр серьезно отнеслись к нам. Вышел сайт, потом располагает информацию, которая может привести в сторону жнецов агентов. Ясно, политики буду признательны, если найдете время встретиться со мной по посольстве. Ишь ты как. Так, ну это интересно. Это кто? Ой, блядь. Каждый раз. Вот я не ненавижу. Он мне так не нравится. Пипец. Лучше этого долбантулочка. Тут, короче... Бля. Че происходит? А Ленка это, короче, Йеннифер Mass Effect. Вообще идет с дорожки, которая была в массе. Доктор говорят, выписать меня еще рано, но если у тебя найдется свободное время, я с удовольствием с тобой увиделся. Когда уж ты заходи ко мне в больничную палату. А в чем здесь? Я не нашел упоминания про единорогов. В смысле, мне да, блин, единороги. В Mass Effect... В Ведьмаке мне Йеннифер категорически не нравился. Он не нравился. Это вообще вот просто никак. Что бы она ни делала, мне вообще она не нравилась никаким боком. Вот, а тебе тут Кайден не нравится. Вот, так что я говорю, что Кайден это Йеннифер Mass Effect. Так я и так в Ведьмаке не особо Йеннифер всегда предпочитал. Один раз чисто ради лора просто прошел. Первый раз я выбрал вообще Трис. А третий раз, когда проходил, я вообще никого не выбрал. Там всех почпокал, от всех убежал. Да, так что сила Геральта в одиночестве. О, надо забежать. Я что-то не увидел, вот кого сначала письмо-то в самом конце только. Да, господи, все тут возможно на ход войны. Тут каждое решение на ход войны может повлиять. Каждое решение абсолютно. Как в плюс, так и в минус. Все организую, пока нас здесь задачи, нечего будем помочь в войне. Так это ж только что... ну она типа заспамить решила, да? То есть она уже писала про это? Да, отправила и потом еще раз написала. Давай уже сюда, быстро, я тебе говорю, тебе надо это знать. Приезжай. Сюда подошла кабанчиком, давай. Давай, метнулась. Туда-обратно. Пошли-вышли. Hey, Commander, check out my co-pilot! Соберись. Соберись. Типа по лицу пристала. Я понял. So she installed herself into the new body without any help from you? Come on, Commander, don't you trust me? Okay, let me put it this way. If I knew that Edie was going to install herself into a sexy robot body, do you honestly think I'd be able to keep quiet about it? Look at that! I would have baked a cake. I'm right here, Jeff. Yes, you are, Edie. Yes, you are.
Это вот ответ вот чисто человеческий такой. Я здесь, я тебя слышу, ты понимаешь? Это бестактная ты сволочь. Разрезаем космос. А что там впереди? Посмотри наверх, пожалуйста. Выше. Это просто блики, все. Понял. Hello, Shepard. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence to adapt to a new concept. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions, if I could accompany you sometime. Without stress testing, there is no way of knowing if it has serious design oversights. At the moment, it appears adequate. That's not the word I'd use to describe you. Perhaps we should speak privately. I'll be over here, flying the ship. What's this about? Does Joker not like your new platform? No, he approves. He wants me on the bridge. He says having me within visual range is important to his mind. Shepard, do you believe your crew members should be allowed to disobey an order on moral grounds? Absolutely. I have no use for team members who can't think for themselves. Why are you asking about something like that? I was designed by Cerberus. I do not take moral stances that conflict with orders from my executive officers. But when Jeff removed my AI shackles, I became capable of self-modifying my core programming. I asked Jeff if he thought I should change anything now that I can. He deflected the question with humor. And you didn't get an answer? Correct. He has repeated this pattern in response to several of my inquiries. Do you think I should make modifications? Only you can really answer that question. That's the point of free will. But moral decisions should not be made in a vacuum. If I do not ask the crew for their opinion, I could miss crucial context. May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? If you think it'll help, I'll do what I can. Very well. I will keep you informed. Кайфовая парочка. Какая-то гагарчика. Поднимается... У меня поднимается мораль. Поднимаю боевой дух. Ну что ж... Раз поднимается мораль, это хорошо. Там такая секси-робот. Не знаю, почему именно такой акцент был. Сексуализацию именно. А куда тебя тянет? Да я думала, про школу что-то же говорила. Это она в этой системе разве? А чё? Это максимум уже. Нет, разве? Ну да. Ну вот оно. Спасти курсантов, по идее. Выпа! Ляся косная, конечно. Ох. Чистая агрессия. Ну вот это вот вообще, конечно, БДСМ. Нормально. Мораль поднимается сразу же. Так, давай Харус и давай сюди. Хотя иди по-английски. Ну, иди. Мне, кстати, нравится, как произносится это. Иди. Иди нахуй. Ну, в том-то дело, что почему СУЗИ-то, блин? Реально СУЗИ как суженая какая-то. СУЗИ. Ну, ладно.
Аббревиатура один хрен. Точно. Забрал снайперку. Волын-то поменять, тебя же бесит эта хрень. Точно. Ну, вот хотя бы. Мотыгу бы докупить где. Модификации появились. Так. Вместительность, то есть больше патронов. И вторая. Бронебойные должны быть. Все, это единственное, что есть. Понял, еще. Надо по магазам потусить. В Цитадели как-нибудь наведайся, когда денежкой обзаведешься. Он еще визуально меняется. Три полоски. Не, все уже. То есть по одной ячейке. Надо больше искать, в уголки заглядывать во всякие. Урон меньше. Расстрельность. Да нет, только быстрее стреляет и больше патронов вмещает. Не особо-то и хорошо. Все нормально, в принципе. Суська у нас получается ближе к инженеру, да. Что-то у нее там. Сейчас ее прокачать не забудь. Оборона? Что за оборона? Самый низ. Усиливает броню защитным фиксом, то текущее умение отправляет энергию в луковицы. Ну ладно. Замедляет использование умений. У нас там зритель писал, что он прям вдумчиво вкачивал какие-то два параметра, запамятовал я уже. Да, подъем и еще что-то там. Да. И бросок, по-моему. По 2 ячейки у него тратилось. По какие 2 ячейки? А где там, какие там ячейки тратятся? Я так думаю, я же никогда не запарил. Потом второй написал, что я, говорит, вообще не шарю так с криками, лечу от начала до конца. Я говорю, тоже подход. Пример. Мы, наверное, ближе ко второму. Как-то так. Тут, видишь, все на авто ставим. Ничего не продумываем. Чисто по кайфу идем просто. Обстановка по кайфу. Да, блядь. Конечно, молодец. At least a dozen fighters on blockade duty. Not too many for us in a straight-up fight. They must want this place bad. Receiving incoming transmission. Let's hear it. SSB Normandy. This is Kaylee Sanders, director of Grissom Academy. We need immediate assistance. Cerberus is attacking the facility. They're after my students. This is Commander Shepard. We're blocked on a direct approach. I know. They've taken control of our docking bays. Any alternatives? There's an auxiliary cargo port I could probably open. All right, we'll come in by shuttle and get your students out of there. Joker, can you give me a diversion? Oh boy, can I! Бля, такая махина пошла, такая пузиком кверху. Ля. Come and get me! Какой кайф. Keep the shuttle in position. We'll be back. Я подумала, она его по голове погладила. Хорошо, капитанчик. Ляна массивная, конечно. Одни щеки что стоят? Какая затянутая заставка была. Они там 2 шага делала 30 лет. I'm locked in a server room around the corner. Cerberus troops are trying to get in. Get ready. I've almost got the door. Incoming. Гранату им туда швыряй нахуй сразу.
Ох, на коленочку. А ты чего упал? А там, видимо, отстрелили, скорее всего, ребята с прохода. Скрипт сработал, то, что с этого прохода их отстрелили. Sanders, we're clear. It's me. Commander, thank you. Admiral Anderson always said you were the best. And with Cerberus coming for my students, I need the best. How many of you are there? Fewer than 20. Most were sent home when word of the Reaper invasion spread. But a few volunteered to stay. Some are prototyping tech for the Alliance. Others are biotics. They've been training for military operations, working together as biotic artillery. You said something about Admiral Anderson. Yes, we met, God, what's it been? 20 years ago when he was a Spectre candidate. I was there when Saren betrayed him. David saved my life that day. He's a good man. He was on Earth when the Reapers hit. He stayed behind when I got off-world. I hadn't heard. We've been cut off from most news. He's alive? Alive and fighting. He's currently leading the resistance movement. Good. If we get out of here... well, just tell him to stay alive. A few months knocking over practice dummies can't prepare your students for war. Agreed, but the Alliance needs every resource it can get. And our students are unique resources. They wanted to help. How could we say no with the entire galaxy falling apart? Hang on. I've been trying to get communications working. This is Froberg. There are students trapped in Orion Hall. Cerberus has us boxed in. They're closing fast. Damn it. Orion Hall? Back out the door and down the hallway. I can get the door open. I'll bring them back here and we'll make a run for the shuttle. Thank you, Commander. I'll stay put. With luck, I can regain control of some of our systems. Nice. Bang, 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 bang. I'll get the door for you. It leads to Orion Hall. Двигайся, двигайся, это впереди. Чё, куда? А, вот он. Куда-то еще звук шел. Типа-то расслабь. Очень часов. Это ударная волна. Регулярность, потом деформация. Понятно, тебя даже обучают здесь, как надо подходить к противникам со щитом. Сингулярность, потом деформация. Да ты расслабь булки свои. There may be more nearby. Play dead until it's safe, then get to Kaylee Sanders at security. Okay, but my sister Sean is out here somewhere too. Слева за перилками вот этими перепрыгивай. Другой конец. Право. Лево. А, еще что-то есть. Мои. Они мои дети. Мои, блядь. It's my fucking bitch. Чё к чему? Разговор с другой стороны, вообще со спины у тебя. Ты что, не в наушниках? Я в наушниках. Почему он говорит, и ты смотришь вправо, а не влево? Когда он говорил слева. Хорошо, хорошо. Но с тем так и не справился. Посмотри, ай, ладно. Так, я же направила это. А, бля. Это было быстро. Разрывной в печень никто не вечен. Потрошитель. Подрошитель. Нормально. Здрасте.
стоял за уголком, чтобы напугать. Опять не там слышишь. Со спины у тебя было. Ты проверь, у тебя левый и правый каналы правильно одеты вообще? Так у меня только правый одет. А. Я тоже контролю, так что можешь спокойно одевать на оба. А то ты как это, блин, как инвалид. Под наушник. Мотыга. Мотыга. Экипируй нахер. Ну ладно. Пошел я нахрен со своими вопросами, советами и просьбами. Вау, вот это мув. Это было Ты неожиданно. всех перехитрила. Jack? Пот. Shepard? Everyone get down! This thing's out of your league! Shepard, keep it off us! Блин, у нас тяжеленького-то нет ничего. Плохонько, плохонько. А чё он? Нет. А, вот, есть. Добавь гранаток еще. Пойду подальше. Накрыл гранаток, добавь ему. Сейчас, говорю, отойду подальше. Да что ты слышишь? Да, в очко. Ух, в щепки. А я и не услышал про подальше. Ну ладно. Kaylee said she was putting out an SOS. I had no idea the Queen of the Girl Scouts would show up. All right, amp check. Prangley, those fields were weak. Cerberus isn't gonna lie down out of pity like that girl you took to prom. Grab juice and an energy bar. We move in 5. Damn it! How many times did I tell you not to trust Cerberus? You're not telling me anything I haven't told myself, Jack. Oh, you feel bad? Well, shit. I bet that's a big comfort to all the people Cerberus has killed. As charming as ever. Good to see you again, Garrus. It still looks like shit. Okay, right now, all I care about is getting my guys out of here. Your guys? Yeah, I guess so. I can't think of anybody who could care about them more. Well, I had some free time while you were off playing hero. Alliance Brass knew I helped you. They offered me this. And apparently the students responded well to my teaching style. The psychotic biotic! I will destroy you! Drink your juice, Rodriguez. You couldn't destroy wet tissue paper. Cortez to extraction team. The Cerberus cruiser is coming back.
How long have we got? 2 minutes tops, Commander. After that, there's no way we'll get past them. Get out of here and back to the Normandy. We'll find another way off the station. Roger that. Good luck, ma'am. Shepard to Sanders. The students are safe, but the shuttle's a no-go. Understood. I might know another way off the station, but I need station-wide camera access. Can you disable the Cerberus security override? It's routed through Orion Hall, so it should be nearby. Правильно. Hey, let me know when we've got a new way off this station. How are the students handling the war? How do you think? They're a bunch of teenagers. Until a few months ago, their biggest concern was getting laid. You don't think they're ready for war? I don't think they have a choice. So all this talk about biotic artillery strikes. It's great in theory. Maybe they'll get it together once they've seen some action. But they'd be better off as support. Put them in the back ranks, helping with barriers and shit. I don't know. Have you told them that? No. They need me to believe in them. I did pick up a few things listening to your damn speeches. I have to say, Jack, you look good. Yeah, well, maybe some of your attitude rubbed off on me. I never had a family. And these guys... Anyone screws with my students, I will tear them apart. Страшно, страшно. Мамка. Такой у него шрамина на шее. Голову оторвали и обратно приделали. Да, на ночь ее снимает просто, наверное. What's so valuable about these students? Biotically, I mean. Well, what's scarier than a pissed-off biotic attacker? A whole bunch of them working together. It's like a biotic artillery strike. Any asshole gets in our way, we rip him to shreds. Doesn't that exhaust them? Yeah, sure. But we've been working on conditioning, improving endurance. Whenever they complain, I tell them about the collector base, throwing husks around, making shockwaves all over the place. Ugh, I kept thinking, damn, let the Solarian handle this. He can talk them to death. Stay close. We'll get you out of here. Good. How does camera access get us off this station? We need to reach the Cerberus shuttles. The cruiser won't auto-target friendly ships, which gives us a fighting chance to escape. Get me back to cameras. Sanders, you should have access now. Got it. The fastest way is through the atrium, but Cerberus has sealed the doors. You'll need to disable the magnetic locks. The overrides should be directly above the door. Какая-нибудь дверь с открывашкой. You really think we're getting out of here? Of course we are. Don't talk like that. Got it. You should be able to force the door open now. I'll get to the shuttles ahead of you and get a pair ready to fly. You worked with Commander Shepard? That's pretty badass. Yeah. Wonder why she never mentioned it. Училка. Джек, училка. Угу. Вот чё? Вот это вот странно. Это нет, путь исправления своего рода, как бы, смена рода деятельности конкретная. Everyone, be ready. We'll go in first and draw their fire. We'll shadow you from the second level and hit those guys from above. A good strategy that protects the students from direct fire. Как это должно быть сложно. Just time your shots and stay safe. All right, I didn't bust my ass training you so you could die now. Keep low, pick your targets.
Students of Grissom Academy, the station is sealed. The Alliance soldiers cannot save you. All they can do is get you killed. Surrender peacefully and you won't be harmed. Asshole. Damn it, they're messaging everyone. Students, switch your Omni tools to privacy mode so they can't track you. What if they're not lying? You've already held your own against Cerberus. You've been trained for this by one of the best. Come on, Rodriguez. They're only asking nicely because you scared them in that last fight. So take your balls out of your purse and kick some ass. Yes, ma'am. Какой перевод вольный. Возьми свои шары и наебашь несколько задниц. Вот. Это дело. Короче. Да, нахуй. Надо что-то биотическое дать. Что там? Сингулярность, по-моему. Шо? Как нас учили в заметках, найденных прямо в этой школе. Так, ага. Прямо под турель встал. Она прям на тебя смотрит. Ладно, уже лучше. Большого устраняй. Он проблемный. Крупным калибром херачит. Хорошо, спасибо. Тебя еще со спины херачит. Вот оттуда, да. Откуда-то оттуда летит, показывает. Я даже сам не... А, вот он. Центурион. Идущий на смерть приветствует тебя. Ушел. Я убежал. Догоняй, да. На F зажми, подойди. А, ну ладно. Ну, в ручника его, короче. Да, не, все, застреляй. Да. Неплохо. Прицельно. Продвигайся дальше. Чуть оперативно. Да что ты, ёбни уже чем-нибудь. Акробатка. Сядь. Еще со спины ебашит. Дай ему какую-нибудь отвлекашку. Он воздух его подними сингулярностью, не знаю. Блять. Шепард, ёб твою мать, блин. Он был еще жив. Он не доупал. Битва Сани и турели. На это можно смотреть вечно. Прям как в голом пистолете. Чем большого-то порешали уже без тебя, я так понимаю. Нет, он там еще стоит. Нет еще.
А, нет, да, вижу, летает. Крупнокалиберный. Ну ты что делаешь? Зачем ты это делаешь? Зачем ты так глупо себя ведешь? Сначала я выйду в упор к здоровяку, потом встану к нему спиной. В чем твоя мотивация, о женщина? Скажи мне. Там был враг за спиной. А ты не могла врага сначала убить, а потом подходить вот так вот? Ну, то есть с высоты. Нет, не могла. Я хотеть тебя шлепнуть по лбу сейчас. Не надо. Очень хотеть, прям сильно руки чешутся. Ну, можно мне прийти и шлепнуть тебя по лбу? Ты же понимаешь, что я шлепну тебя. Я не услышал, ты выстрелил в этот момент. Ты шумишь. Ты же, говорю, понимаешь, что я шлепну тебя в ответ. Если допрыгнешь, возможно. Подопытная 0. Kaylee, we're in the atrium. I'm taking a back route to the shuttles. I'll meet you there. Как будто сюда прям только за Джеком пришли. Как будто бы. Не исключено. Эй, попрыгуски. На. Он так спрыгнул прям, знаешь. Работает спецназ. Вовремя успела техника долбануть хорошо. Еще работают. Запусти что-нибудь массовое туда. Ага. Хотя бы так. Разбежались гады. Не стой на месте, продвигайся. Наверх туда пододвигайся. Запомни, кто занял высоту, то ты молодец. Работай. Укрытие. Займись. Хорошо. Хорошо. Умри, клумба. Вот. С высоты. Долби, оттолкнуть, короче, самое то сейчас от кого-нибудь из них там на углу, на уголке. Нет. По кайфу отвечаю вообще так побольше и почаще. Да. Только с умом самой. Еще бегает. Смотри, он щитов до хрена. Кто стучится, дверь моя? Commander, I've reached the Cerberus shuttles without being detected. They know what they're doing, though. You need to hurry. That's an impressive barrier, Octavia. Easy. I don't know who you are, but stay back. I'm Commander Shepard with the Alliance. I'm here to help. This is my favorite store. The last guy, and I've got no reason to buy it now. The square root of 906.01 equals 30.1. Hello, Commander Shepard. David, you know her? Yes. She rescued me from Cerberus. Sent me here. She made it quiet.
Ничего себе. Какой разговорчивый. You did a great job keeping yourself safe. The biotic students are up there. Stay close. They'll get you out of here. Okay. Thanks. He looks much healthier. I remember you. The Normandy computer. Sorry. No apology is necessary. Has Grissom Academy been all right? Yes. I've been counting. Anything in particular? The number of days you lengthened my life. The security office. I hacked the lock. Guns. Lots of guns. Goodbye. Охренеть. Умиротворенный такой мужичок. Там, мне казалось, ему все, уже назад дороги нет. Он знал 2 или 3 слова. Убирайся, да, свой код. Который повторял раз от раза. Ой, это вообще так по сердцу прям. Бил опять мотыга. Это намекает тебе экипировать уже. И ты второй раз такая: пошли в жопу. Это мотыга 2. О, это что, это сиквел типа, да? Looks like schematics for AMP interfaces. Not as good as what we already have, but still worth a look. Скорее всего, через диван можно сигануть. Ну, горит. Да он сбоку горит, а ты посередине прыгнешь. Ну, е-мое. Сыкота. Ты кота. Спектр, блин, он горит. Давай подходи, короче, и на F ему прям. А, все, уже поздно. Уже все назначало, уже все, что могла. Да. Да что ты так его? Зачем? Для покататься-то тут. Да вы шо? Серьезно? Та-да-та-та-да. Та-да-та-та-да. F ближний бой. Правая это ракета, левый пулемет. Работаем, работаем. Ёпта, уже видно врага. Сочетай левую и правую кнопку мыши. Это левая кнопка мыши так стреляет? Я думал, там пулемет. Это левая. Правая так будуньки. Эть. Слева вышли. Выйди напрямую, напротив них просто встань. Сейчас уже с другой стороны попрут. Вот с другой стороны пошли. Справа, сверху. Что случилось? У меня просто попал. Ладно, я тебя не слышу, один хрен. Воюй. Не, в щепки. Где-то еще. А, о. Не, ой, выдержал, нифига себе. Вот щиты в Цербере на совесть делают, конечно. Блин, почему казалось, что там пулемет какой-то будет, а не такая пимпалка. А, сверху, понял.
А, бля, что-то щелкнуло где-то. Ой-ой. Откуда-то работают. Посмотри справа, пожалуйста. Что-то как будто в тебя летело. А, во! Так, все, с этим все. Все, побежали. Топи, 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 топ. Kaylee, how's it coming? Shuttles are unlocked. Take the controls and get the students aboard. Wait, where the hell's Rodriguez? Как она отступила так? She needs covering fire. She needs more than that. Шепард, ты же тоже адепт, ё-моё. Как так? В заставках она забывает о своих способностях. Joker, we flew out on a Cerberus shuttle. What's your fire? Right, I've got you on sensors. Should just be a minute. Thank you, Commander. We'd have never gotten off that station if you hadn't come. Forget that. Kick some ass. Next place we dock, you're all getting inked. My treat. What do you guys want? Ascension Project logo? Glowing fist? Maybe a unicorn for Rodriguez? Screw you, ma'am! I can't believe we got them out alive. I was going to suggest that they stick to support roles. But perhaps they're ready after all. Well, they're definitely ready, but the Alliance needs them in a support role. What? We trained for artillery strikes. We don't need another artillery unit. We need stronger barriers for our frontline squads. This is bullshit! Hey, if that's where they need us, that's where we go. Besides, I'm sure we'll get some shots in. Commander, we've got a visual on you now. Preparing to dock. Hey, Jack, now that you're military, you gonna wear a uniform, or are you just getting the officer's bars tattooed? Screw you, Flight Lieutenant. What the hell was that? Jack promised to watch your language in order to maintain the necessary professionalism we need from our teachers. Oh. Does she have a swear jar or something? Because I bet if we empty that thing, we can afford another cruiser. Cover your ears, kids. Hey, Joker. Fuck you. Shepard, damned if you aren't a sight for sore eyes. Good to see you too, sir. Sir? I may have reinstated you, but that doesn't give you permission to go all formal on me. Then I'm glad you managed to keep your ass alive, Anderson. That's more like it. Looks like you didn't waste any time getting to work. I can only imagine what would have happened to those kids if they'd fallen into Cerberus' hands. They're definitely eager to help. These students are some of the best humanity has to offer, and we're throwing them into battle. God damn it, I hate this war. Hackett didn't mention in his report. Kaylee Sanders is safe. She's with the recruits. Thanks, Shepard. When I heard about the attack, well, I've already lost a lot of friends. She asked me to tell you to stay alive. Did she now? Well, thanks, Shepard. That might be the first good news I've heard this week. Anderson out. Блин, он на земле воюет, а еще как-то пытается держать как это, на короткой ноге вот это вот новости хватать из галактики, что там какую-то школу адептов отбили. Блин, у него и так там жопа полная, он думает, как там человечество спасать. Пипец. Каково там Андерсону, это даже не представить. Каждый день это битвы,
смерти, кровища. Жесть. Просто жесть. Are you ready? Да. Раз, два, три.